everywhere. Потому что во Вриндаване ее милость повсюду. And so it's just like being in Vrindavan. Это подобно тому, как находиться во Вриндаване. And Radharani's mercy comes as very, very deep compassion. Радхарани, ее милость проявляется в глубоком сострадании, очень глубоком. She wants us all to be lovers of Krishna. Она хочет, чтобы мы все возлюбили Кришну. And Prabhupada said, И Прабхупада сказал, if you pray to Radharani, если вы будете молиться Радхарани, my dear Radharani, моя дорогая Радхарани, please tell пожалуйста, Krishna скажи about me. Кришне обо мне. Please tell your Krishna. Put in a good word to your Krishna on my behalf. Пожалуйста, что-то очень хорошее твоему Кришне расскажи обо мне. And Radharani says, И Радхарани говорит, okay, хорошо, I will do that. я так сделаю. One day in January Однажды в январе 1970, в 1970-м I went to the Hare Krishna temple я отправился в храм Хари Кришна in Berkeley, California. в Беркли, в Калифорнии. And I said, I want to move in. И я сказал, я хочу переехать к вам. They said, okay, come upstairs, we'll shave your head. Они сказали, хорошо, поднимайся наверх, мы тебя обреем. So at that time I was 19, В то время мне было 19, so I had some hair. и у меня были волосы, Actually quite a lot. довольно много. So while they were shaving my head, И пока они брили мне голову, they said, Radharani is telling Krishna, oh, you have a new devotee. и они сказали, Радхарани говорит Кришне, о, у тебя новый преданный. She's putting in a good word for you. Она доброе словечко за тебя замолвит. So Radharani just wants to help us. Радхарани просто хочет помочь нам. But it's good to ask her, Но также хорошо Right. попросить ее. put in a good word for you. Молиться, пожалуйста, замолви доброе слово за меня. Tell your Krishna about me. Расскажи своему Кришне обо мне. Now, this morning I was thinking about surrender. Сегодня я думал утром о предании. And the reason I was thinking about surrender is because Radha is the most surrendered. И я думала об этом, потому что Радха, она самая преданная. Ferme la porta? No. Serra. Ferme, that's French, right? Serra la porta. We're in Mexico. Мы в Yes. Мексике. So I want you all to meditate on Radharani, just who she is in essence. Я бы хотела, чтобы вы все медитировали на то, кем является Радхарани в своей сути. And when we understand who Radharani is in essence, we'll understand what love of Krishna is. И когда мы поймем то, кем является Радхарани в своей сути, мы поймем, что такое любовь к Кришне. So when we talk about surrender, Когда мы говорим о предании, we come up with a lot of, but what if? возникает много «но», если If I surrender, я предамся, what if this happens or that happens? что, если случится то или другое? You ever think like that? Вы когда-нибудь так думали? You hear class and the speaker says, you should completely surrender to Krishna, and your mind is going, but. Вы слушаете лекцию, и говорящий произносит, вы должны полностью предаться Кришне, а в уме мелькает «но». But how will I eat? Но как же я буду есть? And what if he sends me to Siberia in January to peel potatoes outside? А что, если он меня отправит в январе в Сибирь и заставит там на улице чистить картошку? And all the devotees from Siberia say, no, Siberia is nice. И все преданные из Сибири говорят, да нет, в Сибири хорошо. Very beautiful snow. Там очень красивый снег.
Anyway, we all have some fears Так или иначе, у всех у нас есть разные страхи. when the word surrender comes. Когда возникает слово «предаться». Radharani is the personification of surrender. А Радхарани является олицетворенным преданием. And surrender means И that предание означает... I think of how to make the other person happy. Предание означает, я думаю о том, как другого человека сделать счастливым, другую личность. So when someone has love of Krishna, all they think about is И how to когда make Krishna happy. у кого-то есть любовь к Кришне, все, о чем он думает, все, о чем они думают, это то, как сделать Кришну счастливым. They don't think about, well, if I make him happy, if I give him 2 chapatis, will he give me 1? They don't think Они like that. не думают, если я сделаю его счастливым, дав ему 2 чапати, отдаст ли он мне одно. Так они не думают. That's how we think. Так и думаем мы. So maybe today Итак, может быть, сегодня we can start to grasp the beauty of surrender. мы можем попытаться проникнуть в красоту предания. And so when we look at Radharani and her beauty, И когда мы смотрим на Радхарани и ее красоту, we think, oh, this beauty is surrender personified. и мы думаем, вот эта красота является олицетворенным So преданием. never again in our life will this word surrender make us feel uncomfortable, but it'll make us feel very beautiful. И поэтому никогда снова в нашей жизни слово предание не заставит нас чувствовать себя некомфортно. Наоборот, мы будем чувствовать красоту этого. Like if I told you, Например, я бы вам сказал, I would like you to surrender to pizza. я хотел бы, чтобы ты предался пицце. Here's a whole pizza, eat it. Вот целая пицца, ешь ее. And you'll say, oh, very good. I can surrender to pizza. И вы скажете, очень хорошо, я могу предаться пицце. So we can surrender to what we love. Surrender is not the problem. И мы можем предаться тому, что или кого мы любим. Само по себе предание не является проблемой. So now we understand, at least theoretically, И теперь, по крайней мере, в теории мы понимаем, Kavita says she's making pizza. She's going to make pizza now. You're going to mail it to me in Mexico? и Кавита говорит, что она сейчас будет готовить пиццу, ты мне ее по почте отправишь в Мексику. We have 4 more hours to break the fast, so you have to get it here fast. Надо по-быстрому сюда ее доставить. У нас еще 4 часа есть до прерывания поста. So surrender is not a problem. Итак, предание не является проблемой. We really have to accept that deeply in our heart. Мы должны принять это глубоко в своем сердце. Krishna is the most attractive, Кришна является самым привлекательным, the most beautiful, самым прекрасным, the most intelligent, самым разумным, the most renounced, самым отреченным, the strongest. сильнейшим. It's natural to surrender. И предаться является естественным. So every desire we have Каждое желание, которое у нас есть, to find some happiness independent of Krishna, обрести счастье независимо от Кришны, that is a personification олицетворением этого является of the exact opposite of what Radharani is. конкретно противоположное от того, чем и кем является Радхарани. So we want to embody the nature of Radharani. We don't want to embody the opposite. И мы хотим принять природу Радхарани, мы не хотим принимать противоположное. Now, I have to tell you something. It's very interesting. Мне нужно сказать вам что-то очень интересное. Imagine you were God Представьте, вы были бы Богом, and you could do anything. и вы можете сделать все, что угодно. And you want a girlfriend, И вы хотите, чтобы у вас была подруга возлюбленная, the perfect girlfriend, идеальная подружка, the perfect soulmate. идеальная половинка. Now you could imagine in your mind
И можете представить в своем уме, exactamente, в what she would be like. своем сознании конкретно, какова бы она была и какой она будет. I have to speak in Spanish because our Spanish translator has to go let some devotees in. All right. Radharani es la personificación de todas cosas que Krishna felicita. That makes sense. Krishna feliz, la feliz de Krishna. Radharani es todo cosas la feliz de Krishna. Мне нужно было говорить на испанском, потому что Anyone переводчик speak отходил. Spanish out there? Здесь кто-то говорит в зуме на испанском? I don't know. Talia, how do I say that? She'll say it. Can you say it? Everything that makes Krishna happy. Todos los cosas que what? Все, что делает Кришну счастливым. If you unmute, you can say it. Well, everything that makes Krishna happy. Radharani, we have our translator back. Okay. Вернулся Radharani переводчик. is everything that makes Krishna happy. Итак, Радхарани — это все, что делает Кришну счастливым. So, of course, if you're God and you want a girlfriend, you would Конечно же, если design вы a girlfriend whose every move, every thought makes you happy. Конечно же, если вы Бог, то вы создадите такую себе подругу, вот каждое движение, каждая мысль, которая будет делать вас счастливым. Everything. Все, что касается ее. But you're getting a better deal there because that smells better. We have to grow our own flowers because when you buy flowers in the market, Нам нужно выращивать свои at our tea, собственные they go цветы, around with the flower to smell, but it doesn't потому что smell. So I'm like, на- you don't need to go around because there's no smell. Потому что те цветы, которые выращивают на Naturally grown фабриках и flowers. специально выращивают, они не пахнут, и когда вокруг предлагаются им цветы, Here at the нет смысла temple, обходить. they have a roof and it's just like storage. Здесь в храме есть крыша, и там And I was looking at хранят it что-то. yesterday. I was thinking they should grow flowers up there. И я смотрел вчера там и думал, там нужно выращивать цветы. You know what this flower smells like? Вы знаете, как этот цветок пахнет? Smells like air. Как воздух. It smells almost like plastic. A little Почти bit. пластиком пахнет. I mean, Prabhupada said, flowers are not for looking at, they're for smelling. Прабхупада говорил, цветы не для того, чтобы на них смотреть, а чтобы вдыхать аромат. We have to offer these flowers to Krishna. We need to grow our own flowers. Нужно свои собственные цветы выращивать нам. You know, just grow them on the roof of your temple or your Просто house, на крыше on храма your или дома, windowsill. Or на have it grow подоконнике. like something. All the flowers we can give to Krishna will smell И nice. тогда все цветы для Кришны будут пахнуть, которые мы Yeah. предлагаем ему. So Krishna created this person who everything about her is attractive to Krishna. И Кришна создал такую личность, что все, что касается ее, является привлекательным для Кришны. And to be a devotee means И быть преданным everything означает, you do is attractive to Krishna. все, что вы делаете, является привлекательным для Кришны. Now, I'm going to ask you a very embarrassing question. Задам вам очень неловкий вопрос. And the purpose of asking this question is to embarrass you. И цель задачи этого вопроса — смутить вас. And I want to embarrass you into purification. И ради очищения я хочу вас смутить. You ready for the question? Готовы к этому вопросу? Have you ever had a thought which is not pleasing to Krishna? Когда-нибудь у вас была такая мысль, которая не доставляет удовольствия Кришне? I'm going to guess the answer is, let me see, what might the answer? Yeah, Давайте-ка probably попробуем yes, right? угадать, что за ответ будет. Наверное, да. Da. Of course. Конечно же. You think Radharani could have a thought which is not pleasing to Krishna? Как вы думаете, могла быть в Радхарани мысль, которая не доставит удовольствия Not Кришне? possible. Невозможно. Because
she exists only for Krishna's pleasure. Потому что она существует только для удовольствия Now, Кришны. in America, I don't know about in Russia, but in America, we have this situation where people are identifying. A man may identify as a woman may identify as a man, or maybe they identify as a man in the morning, a woman in the evening. И в Америке, не знаю, как в России, в Америке есть такая ситуация сейчас, когда люди отождествляют себя по-разному. Например, мужчина может отождествлять себя с женщиной, или утром он отождествляет себя с мужчиной, вечером с женщиной. Now, and so people say, what are your pronouns? И люди спрашивают, что же вы? You can call me she or he or them or it or Как к вам обращаться? pronoun you want to be called. Он, она, оно или еще как-то. But for devotees, Но для if someone преданных, asks you what your pronoun is, it's she. если кто-то спросит, как к вам обращаться, то это будет она. Even if you're a he, it's she. Даже если вы являетесь он, все You равно know это why? будет она. Знаете почему? Because the soul is prakriti, female. Потому что душа — это пракрити, женский род. So, Prabhu's, just call me she. Итак, Прабху, просто обращайтесь ко Well, мне, actually, она. when you refer to the soul, you should actually refer to the soul as she. И на самом деле, когда мы говорим о душе, мы должны говорить она. In Spanish, it's feminine, right? Alma. It's not alma. Alma. Spanish got it right. It's already feminine. На испанском все правильно, уже душа — это она. In Russian the So- same. Soul is feminine. That's the meaning of prakriti. Итак, значение пракрити — то, что душа женского рода. And sometimes we translate prakriti as enjoyed. И иногда мы переводим пракрити — это та, Wow. кем наслаждаются. We exist to be enjoyed by Krishna. Итак, мы существуем для того, чтобы Кришна нами наслаждался. One of the qualities of Radharani is she's enjoyed only by Krishna. И одно из качеств Радхарани — это то, что ей наслаждается только Кришна. So we all exist to be only enjoyed by Krishna. И мы все существуем для того, чтобы только Кришна нами наслаждался. We are all female. Мы все женского рода. So, if you have one thought Итак, если у вас была хотя бы одна мысль, that it's not about how to serve Krishna, которая не о том, как служить Кришне, you have some work to do. то у вас есть объем работы. Does that make sense? Есть в этом смысл, понятно? Yeah. Yeah, go ahead. Yeah. Okay, I want to read some. I just wanted to say that because, Krishna asks us in the Gita to surrender. Я хотела сказать вот то, что говорила, потому Most что of us Кришна в are Гите still просит нас thinking предаться, а большинство из нас все еще думают об этом. Стоит ли или нет. Like a man asks a woman, "Will you marry me?" And she might say, "Let me think about it." Например, мужчина делает предложение женщине, она говорит: позволь мне, я подумаю об этом. I don't know if I'm ready. Не знаю, готова ли я. I don't know if this is going to work. Не знаю, выйдет ли что-то из этого. But Krishna says, surrender, and we say, I'm not sure yet. Let me think about it. I don't know if it's going to work. И вот Кришна говорит: предайся, а мы думаем, отвечаем: я не знаю, сработает это или нет, готов ли я или нет. So my hope is that today on Radhastami, that thinking will be finished. И моя надежда в том, что сегодня в Радхаштаме вот этот подобный образ мышления закончится. And we just want to follow in the footsteps of Radharani. И мы просто хотим следовать по стопам Радхарани. Oh Radha, О, Радха! oh Radha, oh Radha, О, Радха! have mercy. Пролей свою милость. And what is that mercy? И что же это за милость? Let me have love of Krishna. Let me have one drop of love of Krishna from you. Позволь мне обрести хотя бы каплю любви к Кришне от тебя. A drop of love like you have for Krishna. Хотя бы каплю той любви, которой ты обладаешь к Кришне. Let me be surrendered like you are to Krishna. Позволь мне быть таким же преданным Кришне, как ты. That's our prayer today. И такова сегодня наша молитва.
Oh Radha, be merciful upon me. Пролей на меня свою милость. О, Радха, I'm so fallen. я такой падший. I'm so rotten. Я такой гнилой. I'm so wretched. Я такой калека. Rotten, wretched. Никчемный. Негодяй. But I need your mercy. Но мне нужна твоя милость. I need your compassion. Твое сострадание необходимо And мне. today I know И сегодня я знаю, you're ready to give that as a gift to all of us. ты готова всем нам даровать этот дар. Abundantly. Очень щедро. And I want it. И я желаю его. I need it. Он необходим мне. I'm begging for it. Я умоляю тебя даровать его мне. Please be merciful to me. Пожалуйста, будь милостива ко мне. Don't kick me away. Не отталкивай меня прочь. Okay, so now we're going to read some things that Prabhupada said about Radharani. И теперь мы почитаем то, что Прабхупада говорил о Радхарани. There are many things that can be said about Radharani. О Радхарани можно много всего сказать. And I'm sure there are many classes around the world today about И я Radharani. уверен, что сегодня по миру много лекций о Радхарани. And some of those classes can get very esoteric. Некоторые из этих лекций могут стать очень эзотеричными. And things could be said that we don't really understand. И могут говориться такие вещи, которые мы по-настоящему не можем Or понять. maybe we don't understand because we're not qualified to hear them. А может быть, мы их не понимаем, потому что еще не квалифицированы, чтобы их понять I и thought today слушать. И я подумал сегодня, I would play it safe. что я буду играть And безопасно I will read what Prabhupada said about Radharani. и почитаю то, что Прабхупада говорил о Радхарани. So, Krishna also wants pleasure. Кришна также хочет удовольствия. Krishna is Param Brahman. Кришна Парам Браман. He cannot enjoy anything material. Он не может наслаждаться ничем материальным. He has to create the source of enjoyment by his own spiritual potency. Своей собственной духовной энергией ему необходимо создать источник удовольствия. That is Radharani. И этим является Радхарани. So Radharani is described in the Shastra. Итак, Радхарани описывается в шастрах. She is Krishna's Ladini Shakti. Она является Хладини Шакти Кришны. She gives pleasure to Krishna. Она дарует удовольствие Кришне, приносит. And today is Radhashtami. И сегодня Радхаштами. If we pray to Srimati Radharani, Если мы будем молиться Шримати Радхарани, and Prabhupada doesn't finish the sentence. и Прабхупада не закончил предложение, He's not saying how to pray. он не говорит, как молиться. Then he says, И дальше "Therefore, продолжает. you'll see. И таким образом во Вриндаване вы увидите, They first of all glorifying Jai Radhe. в первую очередь они прославляют Джай Радхи. Everywhere you will hear Jai Radhe. Повсюду вы услышите Джай Радхи. And a guest says, Jai Radhe. И гость отвечает Джай Радхи. Because everyone wants Radharani's mercy. Потому что все жаждут милости Радхи. Радхарани. Ради, ради. Oh, Radha. Yeah. So because Radharani represents that merciful side of Krishna, naturally. We want that mercy. Потому что Радхарани представляет собой этот милостивый взгляд Кришны. Естественным образом мы хотим эту милость. Prabhupada began talking about Krishna in Vrindavan. Прабхупада начал говорить о Кришне во Вриндаване. Vrindavan, he said, is the kingdom of Radharani. Он сказал, что Вриндаван — это царство Радхарани. In Vrindavan, if someone wanted to visit me, Во Вриндаване, если кто-то хочет ко мне прийти, Prabhupada looked behind him, and there was a long hallway and the door at the end of the apartment. и Прабхупада оглянулся, и там был длинный коридор и дверь в конце его. If they wanted to call me, Как будто бы они хотели позвать меня. Prabhupada's in Vrindavan now. И это Прабхупада говорит во Вриндаване все They происходит. would call,
Jai Radhe. Они бы позвали Джай Радхе. Everybody. And I would call back. А я бы ответил. He looked toward the door. Он посмотрел на дверь. Jai Radhe. Джай Радхе. You can come. Можете заходить. So, in Vrindavan, you bring a guest to Vrindavan, you say, okay, anything you want to say, like hello, goodbye, come in, get out of the way, whatever you want to say, you only need 2 words, Jai Radhe. И вот вы привозите гостя во Вриндаван, и вы The объясняете ему, что rickshaw the ones that don't use the horn, they just Jai Radhe their way through the crowd. все, что ты хочешь сказать, здравствуй, до свидания, отойди в сторону, подойди I сюда, надо сказать that Джай one. Радхе. Jai Radhe, Jai Radhe. Вот так рикши делают. In Mayapur, they can go, Nitai Gaur, Nitai Gaur. А в Майпуре вот так. I mean, someday someone's going to make it, but if you want to make those horns, then at midnight, go to all the buses and change the horns. So when they start honking with that irritating sound, it'll say, Jai Radhe, Jai Radhe. Вот можно переделать все сигнальные звонки, вот в такие звуки будут Джай Радхе, Нитай Гаур, и можно ночью поменять все это, чтобы эти противные звуки автобусов уже по-другому звучали Джай Радхе. Krishna is very strict, Кришна очень строгий, and Radha is very nice. а Радха очень милая. A woman, unless she is unnatural, Женщина, если она не ведет себя неестественно, is very soft-hearted and very kind-hearted. является очень добросердечной и мягкосердечной. And Radharani is not unnatural. А Радхарани не ведет себя неестественно. So there's stories where Krishna is like, he's very strict, he doesn't want to give mercy. И вот бывают истории, где Кришна очень строгий, не хочет милость давать. Radharani tells Krishna, no, you should give mercy. А Радхарани говорит, нет, ты должен дать ему милость. No, he doesn't deserve it. Нет, он не заслуживает. I'll give him mercy. Нет, дай ему милость. We definitely need mercy, right? Нам действительно нужна милость, правильно? Now here's something quite funny. И вот забавное что-то. Prabhupada's talking about training a Krishna conscious military. Прабхупада говорит о том, как обучать армию Хари Кришна. So this is going to be the military march, the military march slogan. И вот такой будет слоган для марша военного. Marching, Когда маршируют солдаты. Those parades, military parades. Да, военные парады. This is what they're going to chant. И вот так они будут петь Jai солдаты. Radhe, Jai Krishna, Jai Brindaban. Oh, Jai Babruvahan. Babruvahan is the name of Arjuna. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Babruvahan, Jai Arjuna. Бабарвахан — это имя Арджуны. Вот так они будут петь. Jai Маршируя. Radhe, Jai Krishna, Jai Babruvahan, Jai Radhe, Jai Krishna, Jai. Prabhupada was talking about Manipur, like you could make Manipur, or Manipur is a Vaishnav state, so Manipur military would chant Jai Radhe. И вот And the Манипур — это вайшнавский штат, и там можно сделать такую армию вайшнавскую. What to do? There's a conflict here. You can chant Jai Radhe, it's okay, just don't chant Jai Radhe all day and not chant Hare Krishna. Yeah. Вы можете воспевать Джай Рады, но не воспевайте это целый день, вот так же должны воспевать Хари Кришна. Okay. So, here's a verse about Radharani. Вот текст Радхарани. Unfortunately, I don't know where it's from. К сожалению, не знаю конкретной цитаты, откуда это.
How did that happen? Mahabhav Swarupa Sri Radha Thakurani Sarvaguna Kani Krishna Kanti Shiromani. I think it's from Chaitanya Charitamrita. Я думаю, что это из читания Чаритамриты. So, because it's from Chaitanya Charitamrita, I have to put on my Bengali accent. Так как это из читания Чаритамриты, мне нужно мой бенгальский акцент использовать. Are you ready for it? Готовы? Mahabhava Swarup Sri Radha Thakurani Sarvaguna Kani Krishna Krishna Kanti Shiromani. Translation. Перевод. Sri Radha Thakurani is the embodiment of Mahabhav. Шри Рада Такурани является воплощением Махабхавы. She is the repository of all good qualities. Она хранит все хорошие качества. And the crest jewel among all the lovely consorts of Lord Krishna. Она является самым драгоценным камнем среди всех прекрасных спутниц Кришны. Mahabhav is the highest state of love of Krishna. Махабхава — это величайший уровень любви к Кришне, высочайший. That is reserved for Radharani. И это относится только к Радхарани. And Mahaprabhu, he also experienced that because he was in the mood of Radha. И Махапрабху также испытывал этот уровень, потому что он был в настроении Радхи. Okay, raise your hand if you want love of Krishna. Поднимите руку, если вы хотите обрести любовь к Кришне. If you want it, Если вы to хотите ее, surrender, тогда придется предаться. just the way it is. Так работает. If you want love of Krishna, Если хотите любви к Кришне, you've got to give up something to get it. то вам нужно от чего-то отказаться, чтобы обрести ее. Give up the idea that I'm the enjoyer. Нужно отказаться от идеи, что я наслаждающийся. I've lived long enough to testify that Я довольно долго жил, чтобы подтвердить это. we are not the enjoyers. Мы не We наслаждающиеся. are definitely the sufferers. Мы по-настоящему страдальцы. But Но when we serve Krishna, we become the enjoyers. By being Когда мы- enjoyed by Krishna, we become the enjoyers. когда мы служим Кришне, мы становимся наслаждающимися, потому что Кришна наслаждается нами, и мы становимся наслаждающимися. If you want to enjoy something, Итак, если вы хотите чем-то насладиться, anything you want to enjoy, любой вещью какой-то, there's only one way to enjoy it. чем бы то ни было, есть только один способ насладиться. Give it to Krishna. Отдайте это Кришне. If you try to enjoy it for yourself, Если вы сами постараетесь наслаждаться, you know what happens? знаете, что произойдет? You already know what happens. I don't have to tell you. Вы уже знаете, что произойдет, мне не нужно даже говорить вам. So we have to implant this idea deeply in our consciousness, И especially мы должны, особенно сегодня, эту идею глубоко поместить, посадить в наше сердце. Radharani knows that well. И Радхарани очень хорошо это знает. And you know, I've spoken about this a lot. И я много об этом уже говорил, вы знаете. Meditate on this because it's very deep. Помедитируйте на это, потому что это очень глубоко. We all want to enjoy and we all do not want to suffer. Мы все хотим наслаждаться, и мы все не хотим страдать. Radharani's thinking is different. Мышление Радхарани отличается. Radharani thinks Радхарани думает, it is impossible невозможно for me to experience any happiness мне испытать какое бы ни было счастье, unless it gives Krishna happiness. если оно не приносит счастье Кришне. If it doesn't give Krishna happiness, it's impossible for me to experience any happiness. Если это не приносит счастье Кришне, то мне невозможно испытать It какое бы то ни doesn't было счастье. matter how nice it is. Неважно, насколько это замечательно. If it doesn't make Krishna happy, it doesn't make me happy. Если это не делает Кришну счастливым, это не делает меня счастливой. Wow.
Ух ты. Everybody say, wow. Все могут сказать ух ты. That's wow number one. Get ready for wow number two. Это был ух ты номер один, сейчас будет ух ты номер два. Most of you know where I'm going with this. Большинство из вас знает, куда я сейчас пойду, говорите, о чем буду. If something makes Krishna happy, Если что-то делает Кришну счастливым, but it makes Radharani unhappy, но делает Радхарани несчастной, or it's painful for her, или причиняет ей боль, it actually makes her happy. это по-настоящему, на самом деле делает ее счастливой. Something that would ordinarily make you unhappy. Что-то, что в обычном случае сделали бы вас несчастным, That very thing, то же самое. if it makes Krishna happy, Если это доставляет счастье Кришне, and you're a pure devotee, а вы чистый преданный, it will make you happy. это сделает и вас That's счастливым. wow number two. Это ух ты номер Count два. of three, we can all say wow. И на счет номер 3 мы все скажем вау. Unos, dos, tres, wow. You know, wow is a Spanish word, right? Did you know? Вы знаете, что вау это I think wow exists in every language. Мне Doesn't? кажется, вау You существует have в it in любом. Russian? Wow. Ух ты! We have ух ты. How you say it? Ух ты! Ukti? Yes. Change it to wow. It's a better word. Нужно поменять на вау. Because when you say wow, your face and eyes go. Когда говорите вау, у вас вот так лицо и глаза I don't преображаются. know. For me, I just get confused. Anyway, maybe that works for you. Может быть, ух ты для вас We've работает. all learned a new English word. Ну вот, мы все выучили новое английское слово. So, sometimes we'll say Иногда something мы что-то скажем, and we'll realize и мы that осознаем, statement has wow Shakti. что у этого утверждения есть вау шакти. And you can call it ukti or whatever the word is Shakti. А на русском ух ты шакти. So we sometimes do something that's difficult Иногда мы делаем что-то сложное, and we suffer, и мы страдаем, even if it gives Krishna pleasure. даже если это приносит удовольствие Кришне. Da, sometimes it happens. Иногда случается. For Radharani, that could never happen. А с Радхарани такое никогда не может случиться. Wow. Do you know Знаете ли вы, that Radharani что Радхарани meets with Krishna personally every night, каждую ночь лично встречается с Кришной? secretly? Секретно. Nobody can go there Никто туда не может пойти, except the manjaris, the young gopi girls. кроме манджари, маленьких гопи девочек. And you know how much Krishna likes to be with Radha И вы знаете, насколько сильно Кришна любит быть с Радхой, and how much pleasure he gets from her. и сколько удовольствия он от этого получает. However, Так или иначе. how do you say that? Sin embargo. That's sin embargo. Okay. That means what? However, Radharani says, Радхарани говорит, if there's another woman, if I could find another woman если я найду другую женщину, that could give Krishna more pleasure than I give him, которая может дать Кришне больше удовольствия, чем я даю ему, I would find that woman, я найду эту женщину, I would bring her to Krishna, приведу ее к Кришне, and I'd go away and let Krishna enjoy her. а сама уйду и позволю Кришне с ней наслаждаться. That's wow number three. Это вау номер 3. Unos, dos, tres. Wow. In my marriage course we had a few weeks ago, we did not tell the wives to go out and find a beautiful woman and bring her to your husband for В his нашем курсе enjoyment. по семейным отношениям, которые пару недель назад мы давали, мы не говорили женщинам найти другую, более прекрасную женщину и для своего мужа, чтобы он наслаждался, привести ее к нему.
I don't think that would have gone over well. Не думаю, что это бы сработало. Закончилось хорошо. But that's how Radharani thinks. Но так думает Радхарани. Because Потому что she exists to give Krishna pleasure. она существует только для того, чтобы даровать удовольствие A Кришне. conditioned soul exists to give themselves pleasure. А обусловленные души существуют ради того, чтобы самим себе давать удовольствие. When it was Friday night and you were a teenager, what was the mantra? В пятницу вечером, а вы тинейджер, какова была ваша мантра, подросток? What do you want to do tonight? Чем хочешь заняться сегодня? Is that your mantra? Такая была у вас мантра? That was my mantra. У меня такая была. What do you want to do to enjoy? That's Чем ты хочешь заняться, чтобы наслаждаться? you understand. Понимаете, о чем я? Good. This is from a lecture 1973 in London. Лекция в Лондоне, 1973 год. So anyone who comes before Radharani to serve, Любой, кто приходит к Радхарани с желанием служить, oh, she becomes so pleased. она становится такой довольной. Oh, here is a devotee of Krishna. Вот преданный Кришне. She immediately recommends Krishna. Oh, here is a devotee. Она тут же рекомендует: Кришна, вот преданный. He is better than me. Он лучше, чем я. This is Radharani. Такова Радхарани. I may not be a devotee. Я могу быть не преданной. I may be the most fallen rascal. Я могу быть самым ужасным негодяем. But if I try to preach Krishna, Но если я стараюсь if I try to reach Krishna прийти к Кришне through Radharani, через Радхарани, then my business is successful. тогда мое дело будет успешным. Therefore, Таким образом, we should worship Radharani first. мы сначала должны служить Радхарани, поклоняться. That is our business. И в этом наше дело. Instead of offering directly one flower to Krishna, Вместо того, чтобы напрямую предлагать один цветок Кришне, you just put it in the hands of Radharani. вы просто вложите его в руки Радхарани. My mother, Radharani, Jaganmata. Моя мать Радхарани, Джаганмата. Jagat means the universe, so Jaganmata means mother of the universe. Джаган означает Вселенная, Джаганмата означает Мать Вселенной. You please kindly take this flower and offer it to Krishna. Пожалуйста, прими этот цветок и предложи его Кришне. Oh, Radharani says. И Радхарани отвечает: oh, you have brought a flower. ты принес цветок. Krishna says, offer me a flower. Кришна говорит: предложи мне цветок. But don't offer Krishna directly. Но не предлагайте Кришне напрямую. Just offer through Radharani. Предлагайте через Радхарани. It will be very much appreciated by Radharani. И Радхарани очень высоко это оценит. So this is our philosophy. Такова наша философия. To please Krishna through Radharani. Доставить удовольствие Кришне через Радхарани. So the Guru represents, Prabhupada says, the Guru is a representative or a manifestation of Radharani for this reason. И по этой причине Прабхупада объясняет, что гуру является представителем Радхарани или воплощением. We don't approach Krishna directly, at least not in the conditioned state. Мы не обращаемся к Кришне напрямую, по крайней мере, в нашем обусловленном состоянии. But we approach Krishna through those who are dear to Krishna. Но мы обращаемся к Кришне через тех, кто ему дорог. I saw this with Prabhupada also. И также я видела это с Прабхупадой. Sometimes if he didn't know someone and someone would talk to him,
Иногда, если он кого-то не знал, а кто-то к нему обращался, Then he didn't understand. He wouldn't ask that person what he was saying. He'd ask someone he knew, what is he saying? и он не понимал, что человек говорит, и он не спрашивал напрямую человека, что он говорит, а просил кого-то, кого Прабхупада знал, чтобы ему сказали, что тот имеет в виду. You go through the person that knows that person. То есть он обращался к нему через человека, который его знал. So, if Radharani recommends us, Если Радхарани рекомендует нас, Krishna cannot refuse, no matter what kind of rascal, fallen, whatever animal we are. Krishna cannot Krishna refuse. не сможет отказаться, потому что какими бы негодяями, падшими животными мы бы ни были. It's similar to when Nityananda asked Mahaprabhu to accept Madhai. Это похоже на то, как Нитьянанда просил Махапрабху принять Мадхая. Continue reading. Продолжаем читать. Continue on. So we should offer Pushpanjali and pray to Radharani that Мы должны предложить Пушпанджали и молиться Радхарани, чтобы Radharani, kindly be merciful Радхарани, пожалуйста, будь милостива and tell about me to your Krishna, и расскажи обо мне твоему Кришне, to your Krishna. твоему Кришне. Krishna is yours. Кришна твой. Radha Krishna. Krishna is not independent. Рада Кришна. Кришна не независим. Radha Krishna is Radharani's property. Кришна является собственностью Радхарани. So you have to approach Krishna through Radharani. То есть вам нужно обращаться к Кришне через Радхарани. That is today, auspicious day. И вот сегодня такой особенный день, благоприятный. Worship Radharani very nicely and be happy. Поклоняйтесь Радхарани замечательным образом и будьте счастливы. Another lecture. Еще одна лекция. In Calcutta, I guess. Похоже, Калькутта. Similar topic. Похожая тема. A guest comes in and says, Jai Radhe. Заходит гость и говорит Джай Радхе. And Prabhupada says, we have a devotee here. Her name is Jai Radhe. И Прабхупада говорит, у нас есть преданная, ее зовут Джай Рады. Having some kind of out-of-body experience here. Она здесь у нас Something's going on. есть. We're chanting her name a lot. Мы постоянно ее имя повторяем. Там Well, your сидит name is преданная. Jai Radhe Devi Das. А имя твое Джай Рады Деви Даси. So Prabhupada said, И так Прабхупада сказал. person says Jai Radhe, and Prabhupada says, oh, to glorify Srimati Radharani. Человек сказал Джай Рады, и Прабхупада сказал, о, прославлять Шримати Радхарани. If Radharani is pleased, the devotee can approach Krishna very easily. Если Радхарани довольна, тогда преданный очень легко может приблизиться к And Кришне. that is the goal of life, В этом цель жизни заключается. to take shelter of Krishna. Принять прибежище у Кришны. But you cannot go directly. Но вы не можете отправиться You have to напрямую к take нему. shelter of his potency. Сначала нужно принять прибежище у его Радхарани. энергии, Радхарани. So, as we said, if you get recommended by Radharani, Krishna is obliged Итак, как мы говорили, если вас рекомендует Радхарани, Кришна будет обязан to accept you, принять вас, even if you're unacceptable. даже если вы неприемлемые. So, probably a good idea to pray for her mercy today. What do you think? И как вы думаете, похоже, это хорошая идея сегодня молиться о ее милости. We have this saying in America, В Америке есть выражение: if you say something obvious, если вы что-то очевидное and after говорите, you say it, после того, как вы это so you сказали, you say, just saying. вы можете сказать, ну, просто You я have that? сказал, You have that? просто So that говорю. would be like
you know, like probably it's a good idea to pray for Radharani's mercy today. Just saying, like, duh, of course. И вот я говорю, может быть, это хорошая идея сегодня помолиться Радхарани. Просто говорю. You have this word in English, duh. На английском есть такое слово «да». Duh is a way of saying, like, of course, idiot. Это означает, More or less конечно like, же, идиот. of course, idiot. Конечно же. I just discovered this. Duh. Everybody knows that. And it's like, Я только что осознал это. Like- Да, все это знают. it's like it's common sense. Everybody knows that. То есть это здравый смысл, все это знают. Mangoes taste good. Манго вкусное. Duh. Yeah. So Конечно. there are a lot of duh statements in Krishna consciousness. И в сознании Кришны есть много вот таких «да» Sometimes выражений. They go right over us Но иногда они вот так мимо нас when they проскакивают, should be obvious. хотя должны быть очевидными. So this is a lecture 1968. It looks like it's in Montreal, Canada. Это лекция в Монреале, Канаде. Prabhupada spent, I think, 3 months in Montreal because he had to live outside the US to get his visa for the US. Я думаю, что Прабхупада 3 месяца жил в Монреале, потому что ему нужно было выехать из Штатов, чтобы получить свою визу в США. And the birth of Radharani was not from the womb of any human being. Радхарани не родилась из чрева какого бы человеческого существа. She was found by her father in the field. Отец нашел ее в поле. While her father was plowing, he saw one little nice child is lying there. Отец пахал, и он там увидел, что лежит прекрасный ребенок. And he had no Младенец. children, so he caught it and presented to the queen. И у него не было детей, поэтому он взял ее и отнес к царице. Oh, here we have got a very nice child. О, вот, мы обрели прекрасного младенца. And if he already had kids, he would have just left her there. No, it doesn't say that. А если бы у него были дети, он бы ее просто там оставил. Нет, так не говорится. And his wife said, И его супруга сказала: "Where'd you get the baby?" It's kind of a Откуда, surprise. откуда ты взял Oh, in the ребенка? field. В поле? Okay, Хорошо. all right. Probably Ладно. more, probably a longer conversation you could read in some shastra about this. Наверное, в шастрах можно найти более длинную беседу на эту This тему. is details. Здесь нет деталей. Just see Radharani's janma, birth, is like that. Ну вот просто посмотрите, рождение Радхарани, Джанма, оно таково. So this janma is today. Итак, это Джанма сегодня произошла. That means birthday. Джанма означает день рождения. And Radharani, this name is sometimes not found in the Bhagavad. И Радхарани, это имя иногда не находится, нельзя найти в Бхагават, Go through the whole Bhagavatam. во всем Бхагаватам. The name Radharani is not there. Там нельзя найти имя Радхарани, нет его там. So the atheistic class of men protest this. И атеисты протестуют. Radharani's name is not even in the Srimad Bhagavatam. В Шримад Бхагаватам даже нет имени Радхарани. How this name came, Radharani. Откуда появилось это имя Радхарани? They do not know how to see it. Но они не знают, как правильно смотреть на него, It's there in the как word увидеть его. anayaradate. Оно есть там, это слово Anayaradate. анаярадхяты. So Prabhupada's going to explain what that means. Прабхупада объясняет далее, что это значит. There are many gopis, Есть много гопи, but there is mention. но есть упоминание One particular gopi, одной конкретной гопи. she served Krishna more pleasingly. А ее служение Кришне более удовольствие приносит ему. Krishna accepts this gopi's service more gladly. С большей радостью Кришна принимает служение этой гопи. So, aradhyate means to worship. А радьяте означает поклоняться. The one who's the best worshipper of Krishna, that's Radha. Та, которая является лучшим поклоняющимся Кришне, это That's where the Радхарани. name Radha is found in Bhagavatam.
Вот таким образом можно найти имя Радхарани в Бхагаватам. Aradhya, from this word aradhate, Radha has come. А из этого слова арадьяте, радха But Radha's происходит. name is there in other Puranas. И имя Радхарани есть в других Пуранах. So, the reason has been given И здесь that дается причина, Sukadev Goswami is Radharani's объясняется or parrot. причина, что Шукадев Госвами является попугаем Радхарани. So Radharani is his dear mistress, not mistress, his dear master, his dear И Радхарани является его дорогой госпожой. intimate relationship between Sukadev Goswami and Radharani. Очень сокровенные отношения между Шукадев Госвами и Радхарани. And when prema manifests in various ways, И когда према проявляется разнообразными образами, there can be many intense emotions. может проявляться много очень сильных And эмоций. so Shukadev Goswami thought, Шукадев Госвами подумал, if I say the name of Radharani, если я произнесу имя Радхарани, I will become overcome with ecstasy, тогда мной and I владеет will экстаз, exhibit all these ecstatic physical symptoms, и мое тело проявит все эти экстатические признаки, and I will be unable to speak the Bhagavatam. I will just faint, incapacitated. и тогда я не смогу рассказывать Бхагаватам, я просто потеряю сознание. So he never directly spoke the name Radharani, but Anaya Radhate, this one special gopi. Поэтому он никогда не произносил имя Радхарани. Она Радхати — это одна особенная гопи. So Radha and Krishna. Итак, Радха и Кришна. Krishna is the enjoyer, Кришна наслаждающийся. and he wants to enjoy. И он хочет наслаждаться. Now, this doesn't sound fair, does it? Это не звучит честно, не так ли? He says, you don't enjoy. Он говорит, ты не I наслаждайся. enjoy. Я Like наслаждаюсь. your brother takes all the pizza and says, it's all for me. You don't get Например, it. ваш брат забирает всю пиццу и говорит, это все для меня, а Doesn't вы sound не fair, получаете. does it? Это нечестно. Yeah. Okay. I think we may have read something similar before, but anyway. Может быть, мы читали что-то похожее раньше. So he's the supreme Brahman. Итак, он верховный браман. He cannot enjoy anything Он не может ничем наслаждаться, because he's Atmarama. потому что он Атмарама. The word Atmarama means self-satisfied. Атмарама означает You have this самоудовлетворенный. paradox. Вот такой Krishna парадокс. is self-satisfied, Ну что Кришна самоудовлетворенный, and he's the enjoyer. и также он наслаждающийся. Right? There's nothing to enjoy. То есть, если он сам удовлетворен, то нечем наслаждаться больше. Krishna's dancing with the gopis, but he's self-satisfied. Кришна танцует с гопи, но он сам удовлетворен. What's going on? Что же происходит? This is wow number 4. Это вау Get ready for wow number 4. номер 4. Готовы к вау номер 4? He can enjoy in himself. Therefore, Radharani is an expansion of himself. Он может наслаждаться сам собой, поэтому Радхарани является воплощением его самого. In other words, he's enjoying him, he's expanding himself into Radharani and enjoying Radharani, therefore he's enjoying himself. Другими словами, он из себя воплощает Радхарани, и таким образом наслаждается сам собой, наслаждаясь Радхарани. He's enjoying Radharani. Он наслаждается Радхарани, Expansion of himself. а Радхарани является его воплощением, эманацией. Она исходит из него. Why Таким is he образом, он dancing Атмарама. with other men's wives? Почему он танцует с женами других мужей? What kind of God Мужчин? is that? Что это за Бог? Dancing with himself.
You're танцует. dancing. You're dancing with Krishna's wife because you stole her from Krishna. Это вы танцуете с женой Кришны, потому что вы украли ее у Кришны. Therefore, Radharani is the expansion of his pleasure potency. Таким образом, Радхарани является воплощением его энергии наслаждения. Krishna hasn't got to seek external things for his pleasure. Кришне нет необходимости искать внешние вещи для своего удовольствия. No, he is in himself full. Нет, он полон в самом себе. Atmarama. Атмарама. So Radharani is expansion of Krishna. Итак, Радхарани исходит из Кришны. Krishna is the energetic, Кришна является источником энергии, and Radharani is the energy. а Радхарани является энергией. Just like energy and energetic, you cannot separate. Так же, как источник и энергия, их нельзя разделить. Fire and the heat, you cannot separate. Огонь и жар, их невозможно разделить. Where there is fire, there is Там, где heat. есть огонь, есть и жар. Wherever there is heat, Где бы there там is ни был fire. жар, есть огонь. Similarly, Таким же wherever there образом, is Krishna, там, где there Кришна, is Radha. есть Радха. Wherever there is Radha. Где бы ни была Радха, есть Кришна. Sometimes it's said that Krishna is not very beautiful if he's not on the side of Radha. It's like, yeah, whatever. Иногда говорится, что Кришна не так уж красив, когда рядом с ним нет Радхарани. There's Krishna. Вот Кришна. No Radha, it's like Если nothing нет special. Радхи, то и ничего особенного. They are inseparable, Они неразлучимы, but he is enjoying. но он наслаждается. Sarup Damodar Goswami has described this intricate philosophy of Radha and Krishna in one verse. И эту сложную философию Рады Кришны Сваруб Дамодар описал одним стихом. Sarup Damodar Goswami. Сваруб Дамодар Гаспани. This verse you'll find at the beginning of Chaitanya Charitamrita. Этот стих из начала читания Чаритамриты. Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti Razman Ekatmanavapi Bhuvi Puradehi Vedam Gatotan. Radha and Krishna is the supreme one. Рада и Кришна являются верховным одним, But in order to enjoy, но ради наслаждения they have divided into two. они разделились надвое. Again, Lord Chaitanya joined the two into one. И снова Господь Чайтанья двух объединил в одного. So there's Krishna, spans of Radha and Krishna, and then Mahaprabhu combines them back again. Итак, Кришна, он распространяется в Раду и Кришну, а затем Махапрабху снова их объединяет. Chityakyam Prakatam Aduna. That one means Krishna in the ecstasy of Radha. Этот один означает Кришна в экстазе Радхи. Sometimes Krishna is in the ecstasy of Radha. Иногда Кришна испытывает экстаз Радхи. And sometimes А иногда Radha is in the ecstasy of Krishna. Рада испытывает экстаз Кришны. This is going on. Вот так происходит. But the whole thing is Radha and Krishna means the one supreme, the supreme one. Но все дело в том, что Рада и Кришна означает одного, верховного, единого. Now Prabhupada's going to bring you back down to earth И сейчас Прабхупада вернет вас обратно на землю, to remind you that you're a human being, чтобы напомнить вам, что вы являетесь conditioned людьми, soul. обусловленными живыми Bliss out существами, in Radha Bhav, thinking you were completely transcendental. чтобы вы не думали, что вы обрели Рада Бхаву и полностью трансцендентны. Он возвращает вас обратно на землю. You cannot understand Radha Krishna so easily. Так легко вы не можете понять Раду и Кришну. Go on with the regulative principles at the present moment. В настоящий момент соблюдайте регулирующие принципы. Gradually, Постепенно, as you become purified, по мере очищения,
as you become on the transcendental platform, Когда вы подниметесь на трансцендентный уровень, you'll understand what is Radha and Krishna. вы поймете, что значит Рада и Кришна. Don't try to understand Radha Krishna very quickly. Не пытайтесь понять Раду и Кришну слишком быстро. It is a very big subject. Это очень большая, обширная тема. If you want to understand Radha Krishna very quickly, Если вы захотите понять Раду и Кришну очень быстро, there will be so many Prakrita Sahajiyas, будет так много пракриты сахаджи, materialistic devotees, материалистичных преданных, who will tell you, who will apparently understand deeply what Radha and Krishna is, but they actually don't. которые, казалось бы, понимают, что означает Рада и Кришна, но на самом деле не понимают. They cheapen everything. It just Они appears to все, be like a boy and girl kissing. они все делают дешевкой, как будто бы юноша и девушка целуются. So there's a man, Итак, apparently есть a man, Krishna. There's a мужчина, woman, apparently a woman, Radha. это Кришна, And как будто бы, what's и going on женщина, как будто бы Радха. И что между ними происходит? What's going on between Radha and Krishna is the most profound Это spiritual самая love глубочайшая духовная in любовь existence. во всем творении, It мироздании, has absolutely nothing to do with mundane love. которая ничего общего не имеет с мирской любовью. And unless one is completely purified, they will tend to transpose mundane consciousness on Radha and Krishna. И пока человек полностью не очистится, он будет переносить свое мирское сознание на Раду и Кришну. So as we become purified, По мере нашего очищения we become qualified to understand Radha and Krishna. мы становимся квалифицированными, чтобы понять Раду и Кришну. But you can't understand Radha and Krishna beyond your qualification. Но вы не можете понять Раду Кришну выше своей That's квалификации. true with anything. Это относится ко всему. You want to play an instrument on a certain level. You can't play it if you're not qualified. You have to learn it. Вы хотите играть на инструменте на определенном уровне, но вы не сможете играть, пока вы не обучитесь этому. Radha Krishna philosophy has to be understood by the liberated person, Рада и Кришна философию должен понимать освобожденный человек, not by the conditioned soul. а не обусловленные души. Uh-oh. So lock and then key. No, we don't have key. Maybe you can send a message. Yeah. The painting, Radha Krishna. Krishna is kissing Radha. Radha is kissing Krishna. Они рисуют картины, на которых Рада и Кришна целуются. These are all nonsense. Все это чепуха. Radha Krishna philosophy has to be understood by the liberated person, not by the conditioned soul. Философию Рады Кришны должен понимать освобожденный человек, а не обусловленные души. But we shall wait for the fortunate moment when we are liberated. И мы должны знать этого удачного момента, когда мы будем освобожденными. Then we shall understand. Тогда мы сможем понять. Radha Krishna pranaya vivrikti. We'll understand the love of Radha and Krishna. Мы поймем любовь Рады и Кришны. Because Radha and Krishna, they are not on the material field. Потому что Рада и Кришна не относятся к материальному полю. Try to understand. Постарайтесь понять. This is Jiva Goswami's analysis Это анализ Дживы Госвами. that Krishna is the supreme Brahman. Кришна является верховным браманом. The supreme Brahman cannot accept anything material. Верховный браман не может принять ничего материального. Radha is not in the material field. Таким образом, Радхарани не относится к So- материи. What Prabhupada is saying is that they don't have material bodies. Здесь Прабхупада говорит о том, что у них нет материальных тел. See them like ordinary boy, girl. Поэтому вы не можете смотреть на них, как на обычных юношу и девушку. They don't have material senses. They don't enjoy sense gratification like we do. У них нет материальных чувств, поэтому они не наслаждаются материальными чувствами, как We мы enjoy sense пытаемся. gratification because we have material senses. У нас есть материальные чувства, поэтому мы испытываем чувственное наслаждение The nature материальным. of the spiritual world is you don't have to enjoy. Your body's made of enjoyment. А природа духовного мира заключается в том, что у вас нет необходимости наслаждаться, потому что ваше тело состоит из наслаждения. Just a slight difference between a material and spiritual body, right?
Ну, это просто такая небольшая разница между духовным и материальным телом. Unless we're gratifying our senses, we're not enjoying. И пока мы не наслаждаем свои чувства, мы не наслаждаемся. But the spiritual body, it's made of ananda, Но духовное тело состоит из made ананды. of enjoyment. Оно состоит из So, наслаждения. Radha and Krishna together are churning this ras. И Ananda, Рада и Кришна just churning the вместе ocean of nectar. пахтают этот океан нектара, эту расу. And as we become qualified, by И по hearing мере того, about their pastimes, we will experience that nectar ourselves. как мы станем квалифицированными, слушая об их играх, мы с вами сможем ощущать нектар And that's этого why it's экстаза. said that if you hear Поэтому about the говорит, activities of Krishna and the gopis, you'll become если вы purified of слушаете your own mundane sexual desire. о взаимодействии Кришны и Гопи, тогда вы очиститесь от своего мирского желания получать наслаждение. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. So that means Prabhupada's talking about this song. So Прабхупада this song was говорит sung by Rupa Goswami. об этой песне, ее пел Рупа Госвами. He says, all glories to Radharani, Radhe Jaya Jaya. Он говорит, вся слава Радхарани. Madhava Daite. She's so dear to Krishna. Она так дорога Кришне. Everyone is trying to love Krishna, Все пытаются любить Кришну, and Krishna is trying to love Radha. а Кришна пытается любить Радху. All glories to Radharani. Вся слава Радхарани. Now, how great she is, just try to understand. Просто попытайтесь понять, насколько велика она. Everyone, the whole world, the whole universe, Весь мир, вся Вселенная, all the living entities, все живые существа they're trying to love Krishna. пытаются полюбить Кришну. Krishna Prema. And Rupa Goswami says, Mahaprabhu, you're distributing Krishna Prema. Рупа Госвами говорит, Махапрабху, ты распространяешь Кришна Прему. And Krishna Prema, it's so valuable. И Кришна Према так ценна. But Krishna is after Radharani. А Кришна, он хочет Радхарани Let's see обрести. how great Radharani is. Подумайте, насколько велика Let's Радхарани. try to understand the greatness of Radharani. Просто попытайтесь поднять величие Радхарани. She is so great. Она так велика. And we have to offer our respect. И мы должны предлагать свое почтение. Radhe Jai Jai Madhava Daite. How she is. How she is. What? Какова она? Gokula Taruni Mandala Maite. Taruni means young girls. Таруни означает юные девочки. You'll see the pictures. They're all young girls. Вы можете видеть их картины, они все All the маленькие young девочки. girls. Все эти девочки. She's the most beautiful. И среди них она самая прекрасная. Gokula Taruni, of all the girls in Gokul, Среди всех девушек in the Гокулы. the circle, Gokula, the circle of girls, Mandala, Мандала среди круга she's the всех most, девушек. Она самая красивая. she is enchanting to the young girls also. И она также очаровывает юных девушек, девочек. Damodara Rati Vardhanaveshe. She always dresses so nicely И она всегда так прекрасно одета, that Damodar Krishna becomes attracted by her beauty. что красота ее привлекает Дамодара Кришну. Hari Nishkuta Vrinda Vipineshe. And she is the only lovable object of Krishna. И она единственный объект любви Кришны. And she is the queen of Vrindavan. И она царица Вриндавана. If you go to Vrindavan, you'll find everyone is worshiping Radharani. Если вы отправитесь в Вриндаван, вы обнаружите, что все поклоняются Радхарани. Radharani, Radharani means queen. Рани означает царица. They are always speaking. Они все говорят Jai Radhe, Джай Радхи, Radharani. Радхарани. All devotees in Vrindavan, they are worshippers of Radharani.
Все преданные Вриндавана являются теми, кто поклоняется Радхарани. Vrishabhanu Dati Navasashi Leke. And she appeared as the daughter of King Vrishabhanu. И она явилась как дочь царя Вришабану. And her companion Lalita Saki, И ее подруга Лалита Shaka Саки, Saki, Вишака are the Саки, devotees. преданные. On behalf of the pure devotees of Krishna, Итак, от лица чистых преданных Кришны, Rupa Goswami is praying. Рупа Госвами молится. Karunam Kuru Mai Karuna Bharite. Oh, my worshipful Radharani, you are full of mercy. So I am begging of your mercy. You're so merciful. Very easily you offer bestow your mercy. О, моя дорогая Радхарани, которой я поклоняюсь, ты исполнена милости, поэтому я молю тебя о милости, пожалуйста, будь милостива. И ты так Okay. легко даешь свою милость. Mani is here now. So party is over. Вечеринка закончилась, Now we get to chant Radharani's name in the Hare Krishna mantra. и Харе, теперь будем харе. воспевать имя Радхарани в Харе Кришна мантре. Харе Харе. So we will see you all later. We have initiation going on here soon. Скоро здесь будет инициация проходить. Srimati Radharani ki jai, jai go Premanandi, Hari Hari Bol. His Grace Mahatma Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki jai.